Здравствуйте, друзья! Начинаем снова с полей. Повторюсь, относительно формата А4 бумаги это 3-4 сантиметра. Далее проводим линию горизонта. Располагаем его условно, чтобы было куда посадить наше дерево. И начинаем размещать наш объект на 1/3 листа, чтобы это было композиционно красиво. Проводим первый ствол, начинаем рисовать силуэт нашего дерева, ищем форму. Этот этап очень важный. Такой силуэт является наброском, то есть мы находимся в процессе поиска формы дерева, стараемся делать его более сложным, амплитудные повороты мелкие, делаем дерево резным. На первых этапах это будет сложно, потому что нет навыка, нет привычки, и первые силуэты будут появляться подобно форме лаврового листа. Со временем навык уже у вас разовьется, и с этим будет полегче. Далее мы наращиваем массу нашему стволу, забрасываем тень. В данном случае освещение у нас будет слева на 11 часов. Даем также массы веточкам, равномерно распределяя на уменьшение. И начинаем закладывать первые массы листьев. Штрихи можно делать по диагонали, в одном направлении. В дальнейшем у нас будет много подобных штрихов, которые будут перекрывать, и однообразие у нас пропадет. Массы забрасываем разными размерами, разной формы, расположением. Не забываем о пустотах, это также является элементом узора. Создаем некие островки, подобно архипелагу. Большие, маленькие, средние. Это у нас будет первый слой. Мы сейчас заложим все наше дерево. И придерживаемся того, что масса у нас будет более плотно на краях дерева, ближе к кроне. Чем ниже мы опускаемся, тем пустот будет больше. Переводим штрих уже на левую сторону. Направлением можем его немножко изменять. По сути, направление штрихов у нас идет веернообразное. То есть от центра распушиваем в разные стороны. Как веточка растет, туда у нас и штрих направляется. В данном случае у нас щель, ветра нет, и направление характерной ветка. Стараемся на карандаш не давить. Лучше использовать H для этого. Мягкие карандаши по Карану. С запасиком сделайте лучше тон слабым. Меняем направление. Приступаем к нанесению уже второго слоя. Принцип будет тот же. Те же островки, пятнышки, но они будут уже контрастнее, более выразительнее. Нажатием можно уже усиливать на карандаш.
края становятся более острыми. Детализация повышается. Придерживаемся направления. Держим ориентир по ветке. Постоянно следим за общей формой. Пятна у нас разные. Также следим за пустотами. Не забываем, что это такой же узор. Чередуем маленькие, средние, большие пятна. Следим за нажатием. Иногда можно карандаш ослабить, чтобы появлялся некий градиентик небольшой. Особенно это в крупных пятнах. Тем самым мы увеличиваем объем визуально. Направление штриха у нас уже постоянно меняется. Вперед, назад, влево, вправо. Другие небольшие углы. Направление масс преимущественно идет в сторону веток. Приближаясь к центру и к освещенному участку, нажатие ослабеваем, чтобы тон был послабее. Можем снова усилить ветки, немного отдохнуть от листвы нашей. Повышаем контраст. Добавляем новые ветки. Нажатием можем делать посильнее. Для этого рекомендую заточить карандаш поострее и чтобы ветки у нас получались более яркими. Как рисовать дерево, есть отдельный урок. По подсказочке выше можете перейти. Те, кто смотрел, может повторно это сделать и посмотреть, закрепить материал. Там тщательно разобраны все действия по рисунку. И после него на этом этапе будет проще после изучения. Снова насыщаем массы, выравниваем, чтобы утолщение у нас шло постепенно к низу, к стволу. Приступаем к третьему слою. Можно взять карандаш помягче. Контраст повышается. Повышается детализация. Третий слой размещаем как и на предыдущих, так и на новых участках, используя пустоты.
но не переусердствуем, чтобы их не перекрыть слишком. Это у нас теневая часть дерева, и поэтому листва будет там ярче и контрастнее. Добавляем мелкие листики на края. Они очень эффектно смотрятся. И поэтому уделяем им немало внимания. Постоянно следим за общей формой, за разнообразием. Учитываем предыдущие слои, их рисунок. Повторюсь, на крупных пятнах можем делать небольшой градиент. Добавим веточек. Листиков отдаленных. За счет нажатия делаем более контрастные пустоты, окружая их. Снова пятна, снова листики. В очередной раз повторяю, следим за разнообразием. Чем более разнообразно будет у нас ритм, тем красивее будет дерево. Оно будет более реалистичное, цельное. Опять приближаясь к центру, давление ослабеваем, потому как начинается уже освещенный участок. Параллельно я вам помогу и покажу скопление листьев, как они выглядят. И обратите внимание на расположение. То есть есть общие массы, есть отдаленные листики, есть какие-то средние звенья. И по этому принципу мы строим всю листву на дереве. Можете нажать на паузу и поизучать. Далее также продолжаем насыщать контраст. Те же пятна крупные, маленькие, пустоты. Снова усилим наш ствол. Сделаем лучшую детализацию его очертания. Кору добавим. Линию ствола немного искривим.
для большей естественности. И более крупные ветки также с ними поступим. Если чувствуете, можете еще какую-то веточку добавить для красоты. Выбросим отдельную ветку, делая узор кроны более интересным. Снова поправим. Еще листиков. Еще масса. Выше контраст на теневых. Перемещаемся по всему дереву. Делаем правки. Добавляем и ветки, и листву. Снова уделяем внимание крайним листикам. Они очень акцентированные. Дерево становится пышнее. Еще немножко. Здесь я уже скорость увеличу, потому как движения повторяются. И смотрим общий план. Дополнение пятен контрастом, увеличение деталей, усложняем форму, новые маленькие веточки, используем грамотно пустоты. Вот как здесь добавляем ветку в центре. Снова листики на краях. Снова маленькие веточки. Все сложнее, интереснее, красивее, содержательнее. Снова перемещаемся по всему дереву. Делаем правки, новые элементы. Веточку маленькую прикрепим для разнообразия. Общий штрих можно нанести, добавить общий тон. Ярко скомпенсируем новыми яркими пятнами. Переходим к тени. Поправим ее размер. Вот я указал вам стрелочку, это направление света.
примерно 11 часов. Проводим линии вдоль кроны, и линия заканчивается у нас на земле, указывая точку края тени. Проводим параллельные штрихи. Тень у нас плоская, немножко узорчатая. Можете использовать такой лайфхак: взять лист, преподнести к лицу, начать его проворачивать, чтобы ваш рисунок начал сужаться. Ну и примерно на сантиметре по ширине рисунка вы увидите форму тени. Плоскую, лежачую. И на это можно обратить внимание при рисунке. Усиливаем дальше контраст. Оставляем также пустоты, но они будут, конечно, слабо заметными, но тем не менее. И немножко делаем пушистой. Края правим. Контраст на центр побольше. И переходим на следующий этап. Начинаем делать окружающую среду. Наш любимый камешек, валун. Как его рисовать, есть отдельный урок. Можете по подсказке перейти. Те, кто уже смотрел, также можно повторить изучение. Там он подробно описан. Сажаем траву. Она также имеет свой ритм, высоту, контраст, форму. Даем тень камню. Снова траву. Сделаю отдельный урок по траве, как она рисуется. Тоже можно будет изучить. Вот делаем небольшой кустик. Набрасываем массы, листвы. Принцип тот же самый, как и у дерева, только в миниатюре. Немного деталей, контраста. Скорость здесь уже увеличена. Внимание нашему дереву мы уже уделили достаточно. Теперь можно посмотреть на формирование небольшого пейзажа. Добавляем дальний план, посадка деревьев, камешки, веточки на переднем плане. Заполняем пустые места. Уплотняем штрих дальним планом. Контраст у нас будет у него с самого верха, а потом слабеть к низу. Деревья. Большими штрихами наносим массы. Меняем угол штриха, уплотняя пятна. Еще деревья на дальнем плане. Усиливаем детали на переднем. Уже более схематично. Травки, еще какой-то камень. Передний план. Перемещаемся по всему листу.
еще одно дерево на втором либо третьем плане. Следим за детализацией каждого отдельного объекта и за контрастом его, чтобы ощущалось пространство. Чем дальше объект, тем он слабее по контрасту и деталям. Еще несколько штрихов и уже будет финал. Вот такое дерево у нас вышло. Так что берите бумагу, карандаш и пробуйте. Удачи и до новых уроков!